Всем привет, с вами снова Zel.biz, и сегодня мы с вами подходим к заключительному разбору темы про push-уведомления. Итак, у нас остался один незакрытый вопрос, а именно, можно ли использовать push-уведомления вместо SMS. Но на этом мы с вами не закончим, и в качестве бонуса расскажем вам про 6 горячих трендов 2020-2021 годов в мобильных push-уведомлениях. Приступим. Можно ли использовать push-уведомления вместо SMS? В сравнительной таблице маркетинговых каналов наглядно представлены отличия SMS и Push. Благодаря мультиканальному подходу можно использовать плюсы и SMS-рассылки и push-уведомления для того, чтобы эффективно решать разнотипные задачи. А если вы хотите оптимизировать расходы, то возьмите на вооружение метод цепочки уведомлений. Отправляйте последовательно сообщения через разные каналы. К примеру, многие компании включают в связку Viber-рассылку и SMS-информирование. Если получатель находится в сети, ему придет сервисное сообщение в Viber. Если же интернет у него будет отключен, система перенаправит уведомления в виде SMS. Пока существует мобильная связь, SMS-рассылками будут пользоваться, считая их традиционным и испытанным временем методом коммуникации. Данный канал компании используют для того, чтобы оперативно проинформировать клиентов о чем-то важном. Служба push-уведомлений находится только в начале своего становления, но ей уже прочат большие перспективы. За последний квартал один только сервис Gravitech.net отправил больше 2 миллиардов пушей. Google тоже активно внедряет push-технологию в свои новые разработки. Progressive Web Apps – это отдельная тема. Так что можно не сомневаться в ощутимом влиянии данного инструмента на рынок маркетинга в обозримом будущем. Теперь вы знаете, чем же отличаются push-уведомления от обычных SMS-рассылок и что лучше использовать в разных ситуациях. Вот мы и подошли к финалу. Очень надеемся, что наша болтовня вам будет полезна, и вы сможете с легкостью применять эту информацию на практике. А теперь, как и обещали, небольшой бонус для вас. Поговорим про тренды 2020-2021 годов. Для того, чтобы настроить успешную кампанию push-уведомлений, нужны навыки таргетинга и умение оптимизировать РК, тестирование разных вариантов в большом объеме. Но даже при соблюдении перечисленных условий результат может разочаровать, если вы все еще пользуетесь старыми и ужасными креативами. Спросите, какими надо? Чем проще картинка, тем лучше, скажете? Банальность? Возможно, но почему-то многие до сих пор так не делают. Это же очевидно, из-за очень маленького размера изображений в push-уведомлениях нецелесообразно вставлять в них шедевры живописи с огромным количеством деталей. При работе с пушами не стоит задача акцентировать все детали картинки. Лучше сосредоточить внимание на одной цепляющей логотипе или значке. Используйте иконки вместо изображений. Есть ряд исследований, которые говорят в пользу того, что лучше воспринимаются не фотографии реальных людей, а иконки и значки. Это же подтверждает один из наиболее авторитетных маркетологов Сервандо Силва, который говорит, что в push-уведомлениях чаще всего он использует не полноценные изображения, а иконки, так как в данном случае размер действительно имеет значение. Используйте зеленый цвет. Если вы хотите правильно оформлять пуши, не игнорируйте такой важный фактор, как цвет. Думаете, что красный привлекает внимание? Да, если вы за рулем. На дороге, как и в дикой природе, этот цвет служит сигналом, что надо сосредоточить внимание. Однако в партнерском маркетинге это работает иначе. Лучшая конвертация не у красного, а у зеленого цвета. Вероятно, это объясняется стремлением пользователей чувствовать себя на просторах интернета не настороженно, а спокойно. Все лишнее долой. Еще раз, push-уведомления имеют небольшой размер. В связи с этим они должны содержать только самое необходимое, без излишеств. Даже если руки тянутся добавить шедевральный текст, не надо поддаваться. Достаточно того, чтобы цепляющим был заголовок и описание. Сила эмоджи. Эмоджи не только захватили соцсети и мессенджеры, но и отметились в партнерском маркетинге. По данным разных источников, присутствие эмоджи способно дать рост CTR до 20-45%. Разумеется, клик — это еще не конверсия, но в тандеме с сильным оффером символы, выражающие эмоции, приносят неплохую прибыль. Правда, нельзя забывать о том, что изображения всегда должны быть в тему. Вряд ли будет большой эффект от того, что в рекламе наушников появится эмоджи с бургером. Кстати, согласно исследованиям CleverTap, уместнее всего вставлять эмоциональные символы в тексты на тему финансов, услуг, e-commerce.
А вот в таких вертикалях, как фитнес и здоровье, путешествия, индустрия развлечений и массовых мероприятий, эмоджи работают гораздо хуже. Да, для того, чтобы пуш-уведомления дали эффект, нужно много работать с текстами, запасаясь терпением, но грамотная настройка рекламных кампаний приносит ощутимые плоды. Создавая изображения для своих креативов, помните об элементарных вещах. Тогда вы наверняка не будете лить в минус. На этом мы заканчиваем. С вами был ZelBiz. Если у вас остались вопросы, задавайте их нам в комментарии. Ответим каждому. Всем спасибо. Пока.